Эй, продолжаем Divinity Original Sin. В прошлой серии мы прибыли в Аркс на корабле на нашей госпоже Мести, и, к сожалению, она разбилась у нас, но при этом она находится в чертогах. Вот мы можем в ней находиться в чертогах Эхо, там она полностью у нас целая. А сейчас мы направляемся, по идее, в сторону Аркса, самого города, но сначала нужно бы сходить вот сюда, в гавань, потому что там вылез, по-моему, один из чудовищ. Кстати, пока вот была пауза, да, я немножко инвентарь переделал. Кстати, к нему я буду сейчас привыкать. Тут скиллы более по-разному расставил. И немножко почистил тут инвентарь. Избавился от лишнего, ненужного. Вот, что-то на продажу подготовил, уже что-то на корабль скинул. Но в любом случае мы уже достаточно близки к финалу. Хотя, ну, финал еще не скоро. Пока весь город бежим, пока там все изучим, все поймем. Времени пройдет все-таки немало. Но подготовиться стоит. Вот, пока что пройдемся здесь. Тут у нас торговцы были. Он обучать у нас... Изучать ничего не может, да? Ладно, давай пойдем в сторону гавани. То в гавани там что-то это... По-моему, вообще не круто. Hey, everything okay? Я хотел с кроликом пообщаться. Давай, спа. Да стой, хватит бегать. Buck rabbits are stupid. They're jumping into the fog to impress the does, but I've yet to see any of them come back. Окей, ладно. Подумаю, чтобы... Something very bad has happened in the harbor. Что там в гавани? Да пока ничего не видно, что там в гавани. Ага, здесь монстры, да? Монстрики. А можно как-нибудь это сначала разведать территорию? Yes? Мертвый эльф. The spirit of an elf makes a dash for freedom, only for something to seize him and throw him backwards like a rag doll. The spirit vanishes with a pitiful moan. Так, давай мы тебя поглотим. Мне нужен исток. То у нас реально истока-то нету вообще. Что за книга? Военная наука, опытные мечники. Это мы читали. По-моему, еще это мы читали в первом акте. The spirit of a lizard struggles to extract his legs from under some ghostly flaming debris. There's a loud crack from overhead. He throws his hands up to shield himself. An avalanche of further spectral debris collapses on top of him. Так, это Фейну надо высасывать или Лоуса? Нет, это Лоуса, наверное, надо высосать The его. spirit of an avalanche trapped by the... Чтобы по единичке было истока, да? Вот, по-моему, у нас сейчас файт будет. Мы тут, кстати, по всему это... Безопасно не пройдем. Ну-ка, Лоуса, давай ты первая. Причем вот этим выстрелом. А, нет, погоди-ка, давай сначала спокойствие духа.
отдых. И вот так вот. Ясно, это была очень плохая идея. Боже ты мой. А что он из себя представляет? 15 тысяч хп у Кракена. Его только Лоуса сможет убить. 38 тысяч экспы дает. Фига, нормально. Фейн его не убьет никак. Я, конечно, могу попробовать вот этих вот убить. Но мне надо уходить сейчас. Куда-нибудь в инвиз. Ладно, сейчас просто лоусы они будут бить очень больно, вот эти штуки, судя по всему. Я не знаю даже, как они бьют. Ладно, нет, давай в инвиз тут станем. Посмотрим, что будет происходить. Как они реагируют. Так, этот идет в сторону лоуса. Это достаточно далеко, да, чтобы Кракен мог ходить? Я почему-то думал, что он сможет дотянуться. Ну, и раз так, значит, все хорошо. Значит, мы можем смело расстреливать эту дрянь. Ну-ка, а пари как накладывается? Я хочу посмотреть, как это работает. Вызов брошен, да? Что мне это дает теперь? О, неплохо. Хорошая штука. Че, давай в этих постреляем. А где Крит? А, погоди-ка, мне кажется, что если мы убьем вот эти вот конечности, то отступит Кракен. Это мое предположение. И я думаю, что оно верное. Я не думаю, что мы его сейчас... Мы его, по-моему, не можем сейчас убить. Вот прямо сейчас здесь. Давай-ка отложим ход. Окей, Фейн замерз, и Фейн без инвиза. Сколько там до Кракена-то нам не хватает? Совсем чуть-чуть, да, по-моему? А если я бафну на себя эту дальнозоркость, или как он там? А, по-моему, этот скилл не с собой. И сколько он дает? На 3 хода? Кстати, за 3 хода я мог бы убить его, наверное, или нет? 15 тысяч XP. Ой, XP говорю, ХП. Фиг его знает. Ладно, давай сначала щупальца истребим.
your death right, Fane. Фейну, кстати, немножко неприятно. Что он кода очень высокого уровня. Может, поближе его к Фейну, чтобы Фейн его расковырял по-быстрому. Опять заморозка их накинет. Нужен ли мне ход дополнительный? Или я уйду, наверное. Ну вот, не убил. Что если притвориться мертвым? Пойдет Лоуса бить, да? Ладно, Лоуса ничего не сделает все равно. Интересно, за него экспо дадут? Не дают. Потому что это призванный, да? Окей, ладно, значит нам сюда надо. Нам нужно в эту сторону. Так, Фейн пока отдыхает. Все, Фейн должен выдвигаться. Я могу и да ее ударить. Сейчас бы в Кракена пострелять как-нибудь хорошо. Только у меня нету этого. Шек, где метательный клинок? Куда он попал? Ладно, давай идешь к Лоуса. Надо подумать, что бы сделать. Пока так. Клауса можешь стрелять? Не может, да? Далековато. Отсюда можешь? Не можешь. Далековато. Откуда сможешь? Можешь? Не можешь. Можешь? В смысле далеко? А так недалеко, да? А, вот можно, наверное, сюда попробовать забраться. Слушай, мне интересно, вот отсюда получится? Даже типа высокая позиция. Ходы у нас еще есть, поэтому не страшно. Даже если я ошибусь. Цель вне зоны видимости. Так, ладно, давай щупальца выстрелим. Сейчас тебе Фейн даст видимость.
Цель вне зоны видимости. Ладно, давай посмотрим. Этот отросток я добиваю, он, наверное, исчезнет, да? О! Ну да. Не знаю, его, наверное, там нельзя было убить, он бы, мне кажется, ушел бы, будь у него мало хп. The spirit of a dwarf cowers behind some rubble. Скорее всего, так бы и One of her произошло. legs is suddenly yanked backwards, and she's hauled upwards into the air. The spirit utters one last scream, then vanishes in mid-air. Простите, конечно, но мне нужен исток. Очень срочно. The spirit of a woman gazes up at something looming high above. Her face is a mask of terror. She jumps in front of the echoed impression of her since-fled child. A huge, unseen force suddenly slams her into the ground, flattening her form into a puddle. The spirit of a magister mimes something, unaware of his own demise. He seems to be securing a ship's gangway onto the side of the dock. You snap to attention as she descends from the Lord Dread, Dallis herself. If only your parents were still alive to see this, they'd be so proud. A flicker of movement catches your eye, something alongside the ship, beside the water's surface, a writhing mass of huge tentacles. You reach for your weapon. The spirit gasps and turns, dissolving into nothingness, just as his eyes lock onto you. Нужно больше истока. О, гвозди. This again. Удивительно, что Фейн не радуется гвоздям. На самом деле гвозди это очень важный артефакт. Артефакт, я говорю. Предмет в игре за счет того, что это... можно это... не скользить. Еще и кучу отмычек делать. А отмычки это очень круто. Блин, бочку поднял. Так, итак, вес дофига. Металл он пригодится. Кирки тяжелые, мне кажется. Давай сюда зайдем. Что тут? Погреб по причалам. О, банк мозговых паразитов, отлично. Правда, мне это все не так сильно и нужно. Сапоги верующего. Хм. Прикольно. Nice. Блин. Взял дурацкую ненужную коробку. Полтинник висит, офигеть. Верни ее обратно, Фейн. Все, да, тут больше ничего нету в этом погребе. Ну ладно. Чешуйки. The spirit of a woman throws phantom rocks in a desperate attempt to stave off unseen threats. The spirit opens her mouth to scream, but is gone before she can make a sound. Все, отлично. У Лоуса у нас теперь тоже полный исток.
Кушали. Что на продажу? Зелье с кучей ловкости нужно, чтобы дамаг забустить. Тоже на каком-нибудь боссе. The spirit of a magister trembles before you, his eyes glazed with fear. You stand with your unit in silence as Dallas barks a motivating speech. You don't watch the hammer, but the Vreedeman creature that trails her. You search the darkness underneath his hood for a clue. Who is this man, this sorcerer? How is it that he stands at Dallas's side and is not imprisoned in Fort Joy, where... And suddenly, within the cloak's shadows, there is a light. A flash of teeth, a wicked grin. Suddenly, you realize he's... Everything goes dark. You see nothing. You know nothing. Вот этот Фердеман, получается, убил его. Когда этот магистр начал... решил узнать его личность, да? Действительно, почему этот чувак маг Истока тоже находится на свободе? Хороший вопрос. Better not linger, especially if you've got flesh over your bones. What happened? How is it so cold? Там. My teeth won't stop chattering. По-моему, здесь сдохнем, если будем находиться дольше. Or this place, or we get out of here this instant. Сколько резистов ко льду? К воде. Вот надо лоус, наверное, туда. Там же вода, да, ведь у нас? %90 сопротивления воздуха. Кто пойдет? Пойдет кто-то один. А, это будет Лоса, потому что у нее больше резист от воды. Мне интересно, это поможет нам или нет? По-моему, пока что помогает. А вообще это надо поджечь. My hands have gone numb. Can't stay here. Darling, you're all right. So cold. You're safe. Praise the divine. Бежим быстрей. А, не спаслись, смотри-ка. А откуда здесь столько льда? Холода. Hands have gone numb. Can't stay here. Все равно мерзнет, да? My hands have gone numb. Can't stay here. Письмо давай возьмем. Все, убегаем отсюда. So cold. Ну вот, Лоса замерзла. Фейн, на помощь.
Прохождение на 4 хода. Что ж там за письмо-то нашли такое? А, вы не можете не разобрать ни слова? Ну окей, ладно, давайте теперь в этот раз Фейн туда пойдет. Огненная лампа? Что за огненная лампа? I'd better thaw this place, or get out while I still can. Да блин. Бежим отсюда быстро. Can't move my legs. They're freezing up. Так, по-моему, Фейна хватило на меньше, чем Лоуса. Все, бежим, 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 бежим. В смысле подскользнулась? А, у нее же сапоги без этого, да? Да ладно. Без гвоздей. Офигеть, я так долго ходил по льду и не подскальзывался. Кто-то, да? Это редкость. Так, там еще есть это, какой-то непонятный рюкзак, который я хочу взять. Стой, бежим, бежим, бежим. Все, обратно. My hands have gone numb. Can't stay here. Больше там делать особо нечего. Ладно, пойдем дальше. That ship. It's the Lord Dread. А, это тот самый корабль, с которым What's это, left of the Lord Dread? который нас на абордаж брал между первым и вторым актом. О, будь я магом, это было бы очень круто. Но я не маг. Всем белым магистрам на борту господина ужаса Далис и Вредеман отправились к казарме магистров и требуют от вас немедленно покинуть место встречи и прибыть туда же. Далее вас проинструктирует Далис. Совсем скоро она раскроет великий замысел Божественного Ордена. Это приказ неподчинения будет считаться изменой закона Люциана. Возьмем. Так, мы там были. Там где-то этот арбалет. Сюда. Щепки. Гранат благословенного льда. Благословенного. The spirit of a paladin lurks near some cargo, but you do your best to remain inconspicuous, observing the scene from behind some barrels and crates stacked near the water's edge. The Lord Dread looms ahead of you. Dallis herself descends the gangway, Freedman following at a distance. You need to report this to Lord Kem. The traitors are here. It's only when you try to sneak away that you realize something has curled itself around your ankle. A powerful tentacle. It pulls you towards the water. А тут что интересное есть? Магистерское копье.
Блин, опять я взял тюк. Боже мой, тюк, что весит 150. Так много. Так, Лауса, настало твое время. Рецепт на слепящую гранату. И ничего. What's this? I found something. Так, это сойдет. Это нам вроде как особо не нужно. Большая колотушка. Это все или тут еще что-то есть? А, вороночник тут растет. Он пригодится. Ладно, пойдем вот сюда сейчас сходим. Тут у нас какой-то уголок, это на чью-то дачу, наверное. Тут что-нибудь закопано? Нет? Тина. Ну и имя. My, the giant takes... Мертвый дом гражданский. А там кто? Одержимый ребенок. Это тот самый ребенок, который который со мной катался на корабле. По-моему, она сейчас покажет свое истинное лицо. The girl's spine suddenly arches back at an unnatural angle. A squeal of distress. She is ours. You will not speak to her. You cannot. Так, Лоса, давай занимай сразу позицию повыше. The girl squeezes her eyes shut and bows her head. Her own voice emerges, quavering with stress. I can't do it. I can feel the sunlight and the air. The laugh rises once more, and the girl lifts her head. Her gleeful eyes remain pitch black. Fool! She is ours. Any strength is ours. Her eyes clear for just a moment, showing a brief glimpse of the child within. Then the blackness fills them once again, and the demon hisses at you. You give her hope. Good. It will make her spirit all the more delicious for us when she breaks. The child's purity cannot protect her forever. A look of terror overcomes the girl's features as she finds herself lurching towards you, as if her feet move against her will. She presents herself with open arms, grinning maniacally, even as tears run down her cheeks. Do it then. Kill the child. We will find another. You must seek to torment her too. Every time you draw near, she screams and pleads. The girl's black eyes follow your gaze. Her lips curl into a fiendish grin. She lifts her hands and licks blood, not her own, off her fingertips.
We killed them with her little hands. We made her watch. We made her... She cannot resist us. She is nothing. She doesn't even have a name. Fool, you're wasting your time. A flicker of recognition crosses the girl's face before the demon regains control. She whimpers for the creature. You twist the knife in well. Her name is Lost. Nothing. Soon she will be nothing. A harsh, rattling laugh. You put too much faith in the girl's spirit. She cannot resist us. The girl's eyes clear for a moment, but then are swallowed by darkness once more. Pathetic. Truly pathetic. Perhaps her true name would have helped. Perhaps not. Now get away from us. Your efforts grow tiresome. You must seek to torment. Your trick failed already. Ага. Тут у девочки, да? Интересно, мы сможем узнать ее настоящее имя и помочь ей? Leave me alone. Я же не буду убивать маленькую девочку. Ладно, пойдем сюда. Так, тут еще, да, вон трупик есть. Лутецкий, кстати, курильня слабо цвета хороший. Золотая чаша, золотая. What would he say if he could see us now? Привет. А, туда нельзя. I know you, or I've heard of you. I'm one of Lohar's, and you did us quite a good turn back in Driftwood. I thank you. Ну, я так-то его убил. She casts her eyes over the wreck below the bridge. After all that's happened, it does me good to see you here. My driver, my cart wolf. Look at 'em. And for what? Void woke 'em. Weren't anywhere near us, but old Max sniffed 'em out anyway. Got so spooked he pulled my carriage right off the bloody bridge. Pulled my driver off with 'em. I rolled out in time. Better stranded out here than stuck in a city with a void woken, I suppose. But they deserved better than this. We were at a wedding, event of the season, over at McKell-Ross's estate. We were meant to be there to represent our boss. Duna rest him. She looks over the wreckage with a grimace. Loard'd gnaw my ear off if he could see the shape his emissaries are in. She gives you a sharp look. I suppose you know a little something about a wedding. Isn't that right? Rumour had it she were to attend the wedding at Ross's estate, but rumour also had it she were very, very late. Haven't heard anything since. And if I'm honest, that's just fine with me. I've seen enough. I've heard enough. I haven't good luck. I hope you're made of sterner stuff. А можно мне достать этот ваш Лутецкий? What would he say if he could see us now?
Достопочтенному гостю Лохеру особое приглашение. Вас приглашают на торжество по случаю вступления в брак моей драгоценной дочери и слава Люциану в день. Свадьба и пир для гостей состоится в нашем поместье в Арксе. Будем с нетерпением ждать вашей милости. Да, возьмем приглашение. Что там еще? Папчик. What would he say if he could see us now? Тыква мне не нужна. Так, волчонка мы возьмем кусочки его. Слушай, а я же приглашение нашел. Что скажешь? No sense hanging around here. My driver. My car. What's this? I found something. Отрадные товары. Тут это книга, что ли? Да, это книга. Ну, мне нет смысла эти книги читать, потому что мы и так знаем уже эти рецепты. О, уникальный щит. Блин, был бы я воином, был бы тоже крутой щит. Люцио. Люцио. Врубаю басы. Да? Люцио по Люцио. Окей, ладно. Сложный путь. Так, ну мы все идем, наверное, путь вход в этот. В корабль. В корабль? В какой корабль? В Аркс идем. Сейчас. Че засали, чуваки? Все убегают. А? Сундучок. Укололся. 500 монеток. Пойдет. Seems the life expectancy of magisters gets shorter and shorter. The Magister spirit dashes along the foliage beneath the battlements, nearing the bridge. There is a cry from behind. The spirit glances back. Her gaze follows something tumbling from the battlements to the undergrowth. There is the thump of an impact. She continues running. She sprints onto the bridge, but then something grabs her ankle and hoists her into the air upside down. Her screams are drowned out by a monstrous roar. О, как тут потемнело. Тут светло, а тут темно. Кто тут у нас? Вампиры пустоты. О, они с паладинами сражаются. Ну вот, нету паладинов. А, нет, еще парочка живых есть. Уже нету. Невосприимчивость к эффекту ужас. Это очень хорошо. Прикинь, если у меня бы не было этой каски, я бы улетел бы сейчас в траке. Что-то слабенького вообще. Провокацию на себя? Ничего себе, ты молодец. Ну тут сразу адреналин надо юзать по-любому. Кто там потом будет ходить? Вот это, да? Далековато что-то. Ладно, буду убивать тех, пока кого могу убивать. Начнем с этого. Вопрос, хватит ли мне урона? Но вообще он сдохнет.
Зато я стал сильнее. Вообще можно было отобафнуться этим. Что? Откуда я знал, что вы здесь появитесь? Отлично. Так, это вот этого надо убить, пока он не сходил. Так, заодно ускорение дается. Так, дальше надо бить этого. Не знаю, жрать ли листок или не стоит пока что. По-хорошему бы стоило, конечно. Вот этого-то можно глухануть. Но мне на этого урона не хватит. Интересно, получится ли истощение наложить, если это будет крит очень хороший? 40 урона не хватило. Класс. Ладно, сейчас он там танканет, у него куча брони, 3000 защиты. О, это кто такие? Я вас не звал. О, так по возможности. Отлично. Сейчас будет взрываться, кстати. В следующем ходу. Туда надо, кстати, рикошетом зарядить как-нибудь. Сначала убьем этого. О, левелап. Пять тысяч КП у него, офигеть. Давай его станом кинем. Что-то не очень хочется, чтобы он там всех месил. Мне просто очень больно бить будет. У нас тем временем 19 уровень. А чё, оглушение тут-то на него? Так сам себя убьешь. Так, ладно. Блин, я не знаю, нам может быть восприятие сейчас бустануть. Давай два оружия и восприятие. Может быть, это нам поможет сходить чуть пораньше. Ну хотя вот так вот сделаем. Телосложение. Там же тоже увеличивается хп. Прям пропорционально. Восприятие. Тут все восприятие. 90. И дальний бой. 92. Капец. Под бафом. Хотя бы курицы сделать. Погоди, у него это, да, получается? Хотя нет.
Я могу его курицей сделать на самом деле. Чтоб сильно пока что это не шалил. Чтоб союзники не сдохли. Могу, кстати, маг брони ему сбить. Один живи. Вот, это хорошо, что я маг броню ему сбил. Ну что он берет? Нет, маг броня затащила. Этого пока нельзя стрелять, это акула боль здесь у нас пока что. Путь перекрыт. Как же вас попасть-то тогда? Почему мог бы так, наверное? Но это нет. Так не вариант. Не знаю, можно перебафать спокойствие духа. Кинуть каменную броню Фейна, потому что он туда сейчас пойдет. И что еще? Маг броню на себя. Да и пока все. Фейн тем временем должен сюда двинуться. Влетит со станом, вот так вот по голове даст. Он же оглушит все равно. У него физ брони не так много. А тут еще один такой. Это все маги, кстати. Вот так сделаем. Ну ладно. По-моему, чувак всех хочешь убить. Молодец. Убил союзника. Я хотел его спасти, специально не бил эту тварь. А он взял и убил его. Вот есть союзник. Кстати, не было крита с шансом 90. Игра не перестает удивлять. $77. Так, ты никуда не покачешься? Офигеть, там хп осталось. Можно сказать, что не осталось. Да ладно. Ну, до туда мы не дотянемся. Поэтому давай-ка телепортнем тебя на твоего дружка. Чувак, прости, конечно. Я не думал, что
А не сагриться на тебя вот так вот жестко. Да, ну где криты? Я не понимаю, где криты. Че тебе там? В счастье, гранату какую-нибудь кину. Это магический урон. Все по 2 хода, да? А еще по одному. Ничего нету. Ну ладно. Да и чё ж тут? Смотри, тут сколько дохлых чуваков. Так, мы сюда вкачали тут. You! I read about someone matching your description in the latest dispatch. And now there'll be another tale about you for our war owls to whistle across the four corners of Riverlon. Pursing her bruised lips, Captain Oral glares up at the carrion birds circling the bloody remains of her men that litter the entrance to Arx. You took care of business too late for my crew, though. All my best paladins are dead, whether by the hands of the Magisters or the claws of the Voidwoken. The captain sobers and curls her lip at the Voidwoken corpses nearby. She spits a bloody tooth in the direction of the closest one. Of course. You whistled up a war owl to warn us about the Magisters, right? Lord Kem mobilized all us paladins against them that very hour. She eyes you curiously. You won't find the leader of the Magisters walking in the open in Arx, not after what they've done. This is paladin territory now. But check in with Lord Kem. He's conducting an investigation of all the Magisters in the barracks. He might know something about her whereabouts. Could be worse. At least Arx is now under the control of Lord Kem. After your communique, he instigated investigations into every Magister in the city. We're sure it's the collusion between the Magisters and the Black Ring that drew the Voidwoken here. To think they blamed all sorcerers. The only question remaining is why? The Magisters have a lot to answer for. Those left alive, that is. Obviously. Take care. I doubt this is quite the city you were expecting to find. Ох, сколько тут всего валяется-то. Блин, ну и замедло тут, конечно. Магистр, клен Хера. Ничего нету. А где там те магистры? Один, который убил сам себя, а другой принял удар за меня. Вот, Клауса. Вау! Сколько всего. Что She скажешь? turns to you, and suddenly you are deep in her soul. Tendrils of anger and pain weave around you, through you, as you wander the chambers of her memories. A ringlet of bright smoke comes curling. You clutch at it. You expect to feel guilt, but you don't. You feel pride. The Voidwoken attack is the doing of sorcerers, of traitors, maybe even of paladins. You are a Magister, and the Magisters stand for all that is good and right. The Magisters stand for Lucian. The Magisters stand divine, and the treacherous paladins are cutting you down. You are a Magister, and proud. You did what you could, and you did what was right, and now it is over. The world and its problems are no longer your concern. Now you may leave. Ну все. Ого, сколько трупов-то. Так.
Та-та-та-та-та. О, свиток рокировка. Кстати, рокировка прикольный скилл. Странно, что я его не использую. А ведь имело бы смысл. Особенно для Лоуса. What a massacre. Последние трупы. A wave of sadness rolls off the spirit, sadness mixed with betrayal. The Magister was stabbed in the back by one they'd known as a friend. The spirit laughs. A terrible, cynical guffaw that says that the world is an evil place where no one is safe. But inside the laughter, there's shame. The Magister knows that he sinned and suspects that his death was deserved. Welcome to Arx. Спасибо. Мне нужны ваши лучшие торговцы. Капец тут трупов. Так, мне надо телепорт. Наконец-то мы до него добрались. The statue looms over Arx, hands reaching as if trying to claw above the charnel stench. Though her eyes are blinded to the horrors at her feet, a single tear drips onto your face from beneath her blindfold. The tear is ice cold on your fingertips. You watch, but she cries no more. Так, это хорошо. Так, вот, что там? Hold here, Quercus. I need a moment with our friend. Shield, we are about to enter the belly of the beast. To cross a threshold past which there may be no hope of return. There's every chance the servants of the great Acorn will skin you alive, frying your bones and boiling your... I am getting to the point, Quercus. The point is, the path ahead is dangerous. I have watched you defeat monsters, villains, and a surprising number of inanimate objects. But your greatest challenge yet lies... I do not know what lies ahead, but the great Acorn is almost here. I can feel it in my fur. The forces of evil will throw everything they have against us, but I need more time to finish my research. You have been a good shield and an excellent friend. Quercus and I both believe you can buy us the time we need. I know you. The world might be filled with murderous giants, but at least some of them are worth saving. Now, it will take more than Quercus's ferocity and my wit if you're going to survive. You need power, and I think I have just the thing. After our last little escapade with your Void Woken, I examined the corpses you left behind. They were imbued with dark power. But I believe Quercus believes, and I concur, that this magic can be used for light as well as darkness. Here, try this. The squirrel lays his hand on you, and a strange feeling ripples through your body. A sense of power. Your mind opens to the possibilities of new magic. Now, how do you think it feels, Quercus? Of course you do. What greater power could there be than knowledge? Granted, the recipe you know could be a little darker than what you're used to. It would harness the power of those that you've defeated. Grim art.
But if you need proof that grim arts can lead to marvelous things, you need only look at Quercus. Now you have all the power you need. You were a wonderful shield as we fled, but we are not running anymore. Now go, my friend, and lay waste to the forces of the Acorn. Hack them to pieces, snap their spines, and burn their eyes, and... and Quercus says, good luck. Новые рецепты. Окей. A young man works at a canvas, mounted on an easel. Smears of what must be red paint are evident on his hands and clothing. He's oblivious, in a daze as he paints. I didn't just see it, I witnessed it. Now I must preserve it upon canvas for the generations to come. He nods, a faraway expression on his face. The great schism of the Divine Order and the ruination of arcs. This will be my masterpiece. I usually only display completed works, but, well, this painting's raw power is already plain to see. Here, feast your eyes. He gestures to the canvas. It's completely covered in the same shade of red, layer after layer. It's sodden, dripping onto the cobbles. He cracks a limp smile. He seems to be getting paler by the minute. True art requires sacrifice. Artists must put themselves onto the canvas. He tugs back the sleeve of his tunic to reveal a blood-soaked cloth bandage around his wrist. It was my father's technique. He was the finest painter of his generation, and he used his own blood for his masterwork. The final panel of The Sacrifice of Lucian. He was also quite the sorcerer. Magic-infused blood can be used to produce the most vivid effects, if you're skilled enough. For the most part, a copy can be seen at the Great Cathedral here in Arx. I visit frequently for inspiration. But the original panel, the one that my father used his blood to depict Lucian's final sacrifice, was given to Lord Kem a long time ago. He keeps it locked away somewhere in that mansion of his. A masterpiece like that should be on public display for all to see. Self-preservation is a petty concern. I must put the spiritual above the corporeal. I must finish. The spirit of an older man observes the nearby painter. He tut-tuts to himself. That poor boy is wasting his time, walking upon well-trodden paths. I thought I raised him better than that. Did you tell him what you thought of his little picture? Unfortunate, isn't it? He isn't without talent, but he never overcame the fact that he was my son. Of course, my finest work. I drew upon everything I had for that piece, all of my skills, my experience. Why, there's even my own blood and sauce on that canvas. They are part of a private collection now, Lord Kem's. Perhaps he'll grant you a viewing, but I doubt it. There's a reproduction on display at the cathedral. Not the same as viewing the original, of course, but it gives the great unwashed something to pray before. Of course I am. I painted the greatest works of art that Arx has ever seen. The Sacrifice of Lucian. My opinion is the only one that matters. Тут столько всего, но, блин, я думаю, что я с ними со всеми пообщаюсь чуть позже. Я хочу торговцев найти сначала. Горожане. Она не доверяет. А, вот торговцы. The elf stands in front of a cart, displaying various sundries. Don't fret, my friend, and don't falter. You needn't call to Lucian for succor, for I am here to answer your purchasing prayers on this day of celebration. Ну, показывай, что у тебя есть.
I heard that the paladins killed unarmed magisters. Didn't even let them surrender. Not too loud. What do you think the paladins? Если честно, я не вдохновлен. Кто тут еще есть? Back in business. Thank the gods for Lord Cam, eh? He sorted out them void woken. Now, what'll it be? Cracking sighted at sea. All those broken out. You've got your work cut out. You're either the hunter or the hunted, my friend. Either way, I'll get you situated. Ну блин, дамага много, но они все какие-то отстойные шмотки, что ли. Look, by all means, but do not touch the merchandise. Human skin's impure oils may taint even the least delicate of my herbs and tinctures. А вот это хорошая вещь. Потому что она дает восприятие 5. Это очень много. Это 5% шанс укрыть удара будет. Там можно купить. Действительно можно купить. За 11 тысяч. Ну, дорого, конечно. Но оно того стоит. И шанс будет 85, шанс крит удара. Без бафа, офигеть. 85. Да, здорово. Это хорошая шмотка дропнулась. What the? I was sure I saw torchlight down there. Who pays for all this damage? Королевский защитник, кто тут? Королева, что ли? Bloody void woken at a wedding. If that ain't a bad omen, nothing is. Торговец класс. Ладно. Я хочу сначала, блин, шмотки купить новые. Что-нибудь покруче. Приобрести, а потом уже идти это... изучать мир и воевать. Где все вообще? А, ну Таркин не здесь. You must truly savor my company, God. Could you rush perfection? It will be ready when it... Let you down. You can put a price on the warriors I have for hire, but you can't put a price on the glory they'll win you. Чувак, блин, а где шмотки 19 уровня? Именно нормальные шмотки 19 уровня. А не этот хлам, то, что ты продаешь. No one's ever regretted having extra help in a fight. I'll guarantee you that. Да уж, вообще не знаю, что даже покупать. Ничего толкового. 20-й. О, вот это просто охренительный тоже. Я с собой таскал такую классную штуку. Это просто чудо. У нее такой же шанс крит удара, такая же точность, только она накладывает слепоту и шок. И у нее просто оверпауэр урон, ну, к сожалению. А, ну тут видишь, тут урона будет много, но в нее рунку не поставить. Вот в чем минус. Ну ладно, это я оставлю. Продать.
Так, кольцо. Шляпа. 20 уровня, правда. Но там скиллы вообще не нужны. Ну, тут воровство. Ладно, выкинем. 2 оружия. Стойкость. Вот это, кстати, Фейну можно дать. Нормально. 2 оружия. Там дамаг бустанется. Это все на продажу. Так, Фейн, давай оденешь это, наверное, да? Будет, конечно... Да, не особо-то и меньше будет. Ну, памяти меньше, да, стало? А, отражающий этот барьер, ну нафиг не нужен. А уклонение поднялось заодно. ХП меньше стало, да? Ну, этот получше все равно. Плюс это еще стойкость. Правда, она вообще очень мало мне что дает. К сожалению. Так, Лос, давай продавай остальное. You must truly savor my company, Godwoken. Something you wanted? Это можно продать. Блин, зачем случайно нажал? Мне нужны еще эти наши. Альмира нужна. You always bring me to such wonderfully destructive places. I'll never find somewhere quiet to settle down at this rate. При прикосновении накладывает эффект оглушения. Если кто-то меня будет бить, он будет оглушен от меня. Звучит прикольно. Пирокинетика, ауротергия, геомантия. На самом деле это нормально, что вот эти два дают мне по одному скиллу того. Потому что не обязательно их бустить в единичку. В школе. Не знаю, стоит ли взять? Конечно, стоит или не стоит. Ладно, если что, просто запомним, что он тут есть. This place. Так, мне еще нужен кто? Джан, который убежал, судя по всему. Искать своего этого Антамалиха. Просто лучник есть. Такой себе лук. Интересное колечко, слушай. Оно однозначно лучше моего. Поэтому колечко мы это купим. Дадим его Фейну. Вместо вот этого колечка.
Табличка. Скучай маг брони. Так, ладно, давай снова Варкс. Пробегусь по торговцам еще раз. What can I do for you? А, вот еще торговка есть. Eyes over here, yeah? I know she's pretty, but my wife's here to work, not to gawk at. Now, what'll it be? Что-то вы меня все разочаровываете каким-то... Какой-то отстой у вас. I'm just the one that hammers and... What'll it be? Блин, столько торговцев. Back to refill your quiver, are you? Nature provides. И нету нормальных шмоток для меня. Именно для меня. Ну, можно вот эти, конечно, взять. Сапоги. Для Фейна. Но большую погоду они, конечно, не делают. Ну ладно, давай купим. Пофиг. $5 000 всего стоит. All those broken arrows. You've got your work cut out. Some are still good. What you looking for? I'm not picky, so long as the arrow flies straight. Тут восприятие очень здоровски. Шанс крит удара для нас вообще топ. Browse as you must, but do respect my wares. They are too fragile for coarse fingers. Hunters, I've got the wares you need. Зелье невидимости на 10 ходов, кстати, можно купить. Это очень редкий, очень редкое зелье. I serve all who seek aid, sir. У меня вообще кинжал 17-18 уровня. Ладно, давай еще посмотрим, что можно купить. В теории можно этот купить кинжал. Восприимчивость к эффекту замедления и ко сну. За место силы, и тут куча брони. Кстати, вот перчатки тоже хорошие. Да, телекинез сила. Ну, сила особо тоже не нужна будет ведь. А лоса может, да, их? А у лоса что? У лоса лучше для нее. Давай купим. Сила, мастерство охоты. Нет. Кинжал без руна. I welcome you, natives alike. We shall train. We shall talk. Very funny. I heard that the paladins killed unarmed magisters. Didn't even let them surrender. Not too loud. What do you think the paladins would do to us if they heard you going wrong like that? Arks is still a free city. Last time I checked. Восприимчивость к героиню, к теплу, замедление, сон, подскальзывание, очарование, ужас. Поэтому у нас просто это, защищенный дебафов максимально. Еще кровотечение ему нельзя нанести, потому что нежить. I heard that the paladins killed unarmed magisters. Didn't even let them surrender. Ладно, давай тогда на этом закончим. Наверное, да? Get to it or get moving. It's the busiest day of the year.
Вот. А, кстати, смотри, вот эти шмотки ничуть не хуже моих. Для Фейна. Стойко сдается. Все, очки здоровья. Кстати, тоже можно купить. Вполне. Но мне главное пушки покупать, а не вот это вот все. Пушки для меня куда важнее. Сколько брони уже? 2500. Еще к 20 уровню на денег оставить. Хотя денег, я думаю, мы кучу найдем еще. Мы же столько все продать сможем потом. Не так ли? Ну-ка, а лоусы что тут у нее? Лоус это уже есть нормальная. 16, 17, 17. Ладно, поищем потом, что ей купить. Ладно, все, тогда на этом заканчиваем. Потом в следующей серии еще побегаем по рынку, глянем, что есть. Все, давай, ПБ, КТК.